Знали ли вы, что нуклеотидная последовательность ДНК может быть преобразована в музыку? В середине 80-х годов японский генетик Судзумуона открыл музыку ДНК, преобразовав нуклеотидные базы, азотистые основания, которые составляют наследственный код ДНК, в музыкальные ноты ля, до, соль и ре, соответственно. Это увлекательное открытие привело к вопросу: если ДНК можно перевести в музыку, может ли музыка, в свою очередь, повлиять на нашу ДНК? Звук, как мы теперь уже знаем, обладает массой и способен перемещать материю. Изучая кинематику и исследуя потенциальные эффекты музыки на ДНК, мы можем начать раскрывать возможность использования музыки как инструмента исцеления. Исследования Судзумуона по переводу последовательностей ДНК в мелодичные композиции открыли двери в область неосвоенных возможностей. Ассоциируя определенные музыкальные ноты с нуклеотидными базами, Оно продемонстрировал врожденную музыкальность, закодированную в нашем генетическом коде. Это открытие не только вызвало восхищение, но и поставило глубокие вопросы о взаимосвязи между ДНК и музыкой. Если ДНК, главная основа жизни, может быть преобразована в музыку, то какое потенциальное влияние может оказать музыка на наш генетический код? Подход Оно к преобразованию ДНК в гармоничные мелодии подчеркивает глубокую связь между сложным языком генетики и универсальным языком музыки. ДНК, состоящая из 4 нуклеотидных основ – аденин, цитозин, гуанин и тимин, может рассматриваться как симфония генетической информации. Каждая база играет свою уникальную роль в определении генетических инструкций, формирующих организм. Ассоциируя музыкальные ноты с этими нуклеотидными базами, он открыл глубокую взаимосвязь между научной и художественной областями. Процесс перевода не только создал прекрасные композиции, но и предоставил понимание врожденной музыкальности в нашем генетическом коде. Это открытие вызвало глубокое любопытство относительно взаимной связи между ДНК и музыкой, а также о том, может ли музыка оказывать влияние на нашу генетическую структуру. Российские ученые также, в частности Петр Горяев, исследовали связь музыки и ДНК. Горяев пришел к выводу, что ДНК человека непрерывно звучит. Нуклеотиды ДНК составляют своеобразный информационный текст, и каждый из них имеет определенный спектр частот. Если эти частоты перевести на частоты, которые способны улавливать человеческое ухо, то молекулы ДНК начинают звучать как ноты, и человек слышит музыку. Ученый сделал значимые выводы из своего открытия. Получается, что у каждого человека есть свой информационный двойник, который существует одновременно в параллельном и в нашем пространстве. Это некое энергетическое поле, управляющее нашей ДНК. Возможно, оно подчиняется нашей воле. И вопрос о том, что первично, остается открытым. Очевидно, что современная наука нуждается в пересмотре своих основных принципов. В частности, Горяев пришел к следующим выводам из своих исследований. Информация в ДНК кодируется в виде световых и акустических волн. ДНК реагирует на звук и свет, что может объяснять влияние проклятий и молитв. Она способна передавать и воспринимать информацию волновым путем, фактически танцуя и поющая под воздействием волн. Одно из наблюдений было настолько невероятным, что ученые приняли его за ошибку. О ней никто из нас не вспоминал на протяжении 7 лет. Вспоминал впоследствии Горяев. Но при проведении схожего эксперимента мы снова получили ту же ошибку. Никто из нашей группы не подозревал, что мы стоим на пороге удивительного открытия. По словам ученого, был впервые обнаружен след ДНК. Это явление назвали эффектом фантома ДНК. Оказалось, что фантом мертвой материи продолжает жить 40 дней. Я не хочу ударяться в религию, но все это наводит на размышления. Ведь именно на 40-й день есть традиция поминать усопших.
Наблюдаемые нами фантомы исчезали не сразу, а постепенно. Я не могу сказать, исчезли ли фантомы ДНК из кюветы совсем, или же этот процесс ушел за пределы возможности нашего прибора. Я не знаю этого до сих пор. Не исключено, что они продолжают существовать и сегодня. Просто для их регистрации пока не созданы сверхчувствительные приборы. Лишь спустя еще 14 лет, в 2005-м, Горяев смог продолжить исследование фантомов ДНК. До этого ученый встречал жесткое сопротивление. Что же все-таки обнаружили ученые? Горяев пришел к заключению. Поскольку лазерный пучок после удаления ДНК из кюветы продолжает рассеивать фотоны и дает определенные спектры, то обнаруженное явление может являться чем-то вещественным. И это что-то вещественное отделяется от ДНК. Фантомы ДНК предсказал наш ученый Александр Гурвич еще в 1924 году. Он считал, что хромосомы имеют полевой эквивалент. Гурвич не мог доказать это, потому что тогда не было ни лазеров, ни голографии. И только сейчас мы убедились, что он был прав. Как и у ДНК, у человека также есть свой фантом, свой электромагнитный каркас. Если хотите, можете называть это душой. Факт остается фактом. Человек умер, но от него остается фантом, невидимый для наших глаз. Учитывая сложную природу ДНК и сложность музыкальных композиций, можно задуматься о потенциальных эффектах, которые музыка может оказать на наш генетический код. Музыка — это мощный медиум, который вызывает эмоции и давно признан за свою способность вызывать физиологические и психологические реакции у людей. Она может пробуждать радость, спокойствие, возбуждение или интроспекцию, преодолевая языковые и культурные барьеры. Если музыка обладает способностью влиять на наши эмоции и благополучие, может ли она также оказать ощутимое воздействие на нашу ДНК? Исследования предполагают, что музыка действительно может иметь потенциал влиять на генетическую экспрессию и клеточные процессы. Область эпигенетики исследует факторы, выходящие за пределы последовательности ДНК, которые могут влиять на экспрессию генов. Она признает, что внешние факторы, такие как экологические стимулы и выбор образа жизни, могут изменять способ выражения генов. Звук как форма стимула также может быть способен вызывать эпигенетические изменения внутри нас. На японской фабрике был проведен эксперимент с участием 120 кормящих матерей, которые были разделены на группы. Первая группа слушала классическую музыку, а вторая — джаз и поп-музыку. Некоторые матери использовали наушники, другие — динамики. Результаты показали, что у матерей, слушавших классическую музыку через динамики, выделение молока увеличилось на 20%. А у тех, кто слушал ее через наушники, на 100%. В то же время у женщин, слушавших джаз и поп-музыку, выделение молока снизилось на 20 и 50%, соответственно. Недавние исследования показали, что звуковые волны могут влиять на клеточную активность. Например, были найдены определенные частоты, которые стимулируют или подавляют рост клеток, влияют на синтез белков и даже модулируют высвобождение нейротрансмиттеров. Эти выводы предполагают, что музыка, как комбинация гармоничных частот, может взаимодействовать с клеточными процессами, включая механизмы, связанные с ДНК. Область кинематики предлагает увлекательную перспективу на взаимосвязь между звуковыми вибрациями и формированием сложных геометрических узоров в различных веществах. Изучая визуальные представления звуковых волн в таких материалах, как песок или вода, исследователи сделали замечательные открытия о вибрационной энергии, излучаемой звуком. Это исследование в области кинематики поднимает интригующие вопросы о потенциальном влиянии музыки, состоящей из сложных звуковых волн, на человеческое тело
включая нашу ДНК. Кинематика показала, что определенные звуковые частоты могут генерировать завораживающие узоры в материале. Когда звуковые волны проходят через среду, они заставляют частицы внутри этой среды вибрировать. Эти вибрации, когда они организованы и координированы, проявляются в виде сложных геометрических форм, которые можно наблюдать и изучать. Предположение о том, что звуковые волны могут изменять материю, приводит нас к мысли о том, что музыка с ее богатым и сложным набором звуковых волн может обладать способностью влиять не только на наше физическое окружение, но и на саму суть нашего бытия, нашу ДНК. Когда мы слушаем музыку, мы переживаем симфонию различных частот и гармоний. Каждая музыкальная нота соответствует определенной частоте и длине волны, создавая сложное полотно звука. Эти музыкальные вибрации, как и любые другие звуковые волны, имеют потенциал взаимодействовать с нашим телом на фундаментальном уровне. В нашем организме ДНК служит чертежом жизни, содержащим генетические инструкции, формирующие то, кем мы являемся. Она состоит из нуклеотидных оснований, и каждое основание имеет свои собственные вибрационные свойства. Учитывая, что звуковые волны могут влиять на вибрационные паттерны и материю, не является ли далеким предположением гипотеза о том, что музыка, как коллекция сложных звуковых волн, может влиять на вибрационное состояние нашей ДНК? Потенциальное влияние музыки на ДНК вызывает мысли о концепции резонанса. Резонанс происходит, когда два объекта имеют схожие частоты, вызывая вибрацию одного объекта в ответ на вибрации другого. Возможно, что резонирующие частоты, присутствующие в музыке, могут взаимодействовать с вибрационными частотами нашей ДНК, создавая гармоничный резонанс внутри наших клеток. Если музыка обладает способностью влиять на вибрационное состояние нашей ДНК, это может потенциально повлиять на экспрессию генов, клеточные процессы и, в конечном итоге, на наше общее самочувствие. Это открывает новые возможности для использования музыки как терапевтического инструмента, способного восстанавливать баланс и способствовать исцелению на фундаментальном уровне. Древние цивилизации, такие как шумеры, инки и майя, использовали музыку и звуки как важные инструменты для исцеления и духовной практики. Шумеры, одни из первых известных цивилизаций, использовали различные музыкальные инструменты, такие как лиры и флейты, в ритуалах и церемониях. Музыка играла значительную роль в религиозных обрядах, где она служила средством общения с богами. Существовали специальные мелодии и ритмы, которые считались способствующими исцелению, помогая успокоить умы и создать гармонию в обществе. В культуре инков музыка была неотъемлемой частью религиозных ритуалов. Они использовали звуки для призыва богов и общения с духами предков. Музыка и танцы также применялись в лечебных обрядах, где шаманы исполняли песни, чтобы изгонять болезни и восстанавливать здоровье. Звуки природы, такие как ветер и вода, играли важную роль в их исцелении, создавая атмосферу спокойствия и единства с природой. У майя музыка занимала центральное место в их жизни. Они использовали музыкальные инструменты в ритуалах и праздниках. Музыка служила средством в целительных практиках, где шаманы исполняли специальные мелодии для лечения физических и эмоциональных недугов, веря, что звук может воздействовать на дух и восстанавливать внутренний баланс. Древние египтяне также использовали музыку в медицинских практиках. Врачи применяли звуки и мелодии для лечения различных заболеваний, создавая спокойную атмосферу с помощью хорового пения и инструментальной музыки. Музыка была частью религиозных ритуалов, направленных на исцеление и защиту
от злых духов. Исцеление звуком и индуцирование высшего состояния сознания, возможно, является одним из самых важных секретов древних цивилизаций и мегалитических храмов, являющихся самыми древними сооружениями на Земле. Результаты МРТ-сканирования мозга показали, что при частоте 111 Гц мозг отключает префронтальную кору, деактивируя языковой центр, и временно переключается с левостороннего на правостороннее доминирование, которое отвечает за интуицию, творчество, целостную обработку информации, вызывая состояние медитации или транса. В таком состоянии человек соединяется со Вселенной, источником или создателем, Творцом. Инструменты, такие как тибетские чаши или гонги, могут создавать звуки на этой частоте, что делает их популярными в практиках звуковой терапии. Изменяя наши мозговые волны с бета на альфа и на тета, мы можем обойти аналитический ум и войти в операционную систему организма, также известную как вегетативная нервная система или подсознание. Лимбическая система мозга имеет размер примерно с абрикос и расположена в среднем мозге, непосредственно под неокортексом, мыслящим мозгом, который управляет вегетативной нервной системой. Входя в средний мозг сознательно, замедляя мышление и изменяя мозговые волны, мы можем перепрограммировать наше тело и разум, направляя нужную нам информацию в конкретный орган. Когда мы замедляем наши мозговые волны, то мы можем сузить наше внимание и направить нашу энергию на каждый энергетический центр. Затем мы открываем наше осознание пространству вокруг каждого из них. Мы ставим намерение сбалансировать энергию центра, организуя информацию, которую он получает и передает, чтобы повлиять на нашу биологию. Мы обращаем внимание на энергию, содержащуюся в каждом энергетическом центре, и его уникальную частоту, которая несет информацию. Такое внимание активирует эту энергию и информацию таким образом, что они могут информировать материю. Другими словами, четкая информация, передаваемая на когерентной частоте каждого энергетического центра, может быть преобразована в информацию в форме химии.